Всем привет! Меня зовут Гороховатская Галина. Вы на канале «Украинцы в Эстонии». И сегодня снова моя гостья Кира Вебер. Я Привет. очень, я очень обожаю. Это уже не первое видео в моем канале. Ссылки и серьезные видео, и интервью про будущее женщины в Эстонии, которое набрало неожиданно много просмотров. И у нас там комедийные были видео про поймет ли эстонка украинку. Итак, тут где-то будут ссылочки в описании. Кира у нас психолог, андрогог, полиглот. И последнее сама скажи. Психосоматолог. Психосоматолог, да. И консультант в методе позитивной психотерапии. Ну, еще мама, жена, люблю жизнь, люблю женщин. Хочу, чтобы они понимали, как менталитет общества влияет на их жизнь. И хочу, чтобы они понимали и видели, что они классные, и мы нужны друг другу. И что вообще женщин нужно почитать, celebrate them. И вообще быть леди – это классно. Хорошее начало. Вот. Я хотела бы начать немножко с того, что ты, как мама, если я правильно понимаю, ты живешь в Эстонии, извини, поправь меня, ты живешь в Эстонии, у тебя есть дети, да? Есть. У тебя нет мужа-миллионера. Ну, скажи, вдруг что-то, вдруг что-то изменилось. Галя, живешь ли ты в мире, где ты должна думать о счетах? Безусловно. Да. Хотелось бы, да. Есть ли у тебя ситуации в жизни, где ты должна подумать больше о детях или о каких-то насущных нуждах, больше, чем о какой-то своей потребности, не знаю, захотелось, я не знаю, отбелить зубы, захотелось сделать педикюр, захотелось ездить в отпуск, захотелось купить себе курс по, например, кулинарии, как готовить безлактозные блюда, потому что у меня кишечник вздувается. Вот какая-то забота о себе, и я не говорю про заботу, что хочу розового пуделя, которые скрестились в фламинго, да, я говорю про какие-то такие действительно вещи, которые помогли бы тебе жить как женщине, как человеку, но ты должна выбирать роль матери, надежды или потребности своих детей, своего дома, купить лучший шкаф, чем себе кулинарный курс, да, и так далее. Есть ли у тебя такой опыт в жизни? Вот совсем недавно было, я еду в Пярну, у меня уже запланирован, кстати, стоматолог и поход в полицию, потому что нужно забирать документы, ну, уже все, не закрыто. И что ты думаешь, 5 минут до выхода мне ребенок выдает рвоту. Ну, я прекрасно понимаю, что это психосоматика. Ну, как бы вот это вот вопрос или-или, он постоянно стоит. Да. Вот я тоже хотела услышать, что мы все-таки, как женщины, у нас с вами диалог, все сейчас понимают, о чем я говорю, правда? То есть фактически мы не просто понимаем, а как бы, ну, вопрос такой немножко странный, что бывает по-другому, потому что мы в этом каждый день. А теперь смотри, как интересно. Ты знаешь, что транспортная дорога, которая строилась в постсоветском пространстве и в советское время, все-таки мы не можем говорить о том, что, живя в Эстонии, Лосномяя, хоть он и реновированный и так далее, но базовые дороги, расположение домов и все остальное, оно все-таки закладывалось, ну, извините, не сейчас. Да? А ты в курсе, что в комитете, который все это строил, который строил, создавал транспортное снабжения Эстонии, Таллина, Латвии, Польши и так далее, там не было ни одной женщины. А мужчины видели мир вот так, то есть, ну, с работы на работу, лужайка, ну, вроде бы как бы вот они так позаботились о нашем благополучии, как ж могли. Поэтому любая женщина, когда я начинаю говорить о том, что «а вам удобно добираться туда и туда-то», знаете, такой, что вы со скандала начинаете? Вот что мне сейчас вам выговорится, отвести душу? И Никола Тесла, который, ну, вы все знаете, я не буду оскорблять слушателей, объясняя, кто это. Да, вы все прекрасно знаете. У него вышла интересная статья, я очень надеюсь, что ты прикрепишь, и я тебе ее пришлю. Я надеюсь, что ты вот сюда в квадратик, можно так прямо вот поверх меня, чтобы голос из статьи доносился. Он предсказывал, что будет в отдаленном будущем такое общество, которое будет кардинально отличаться от нынешнего, потому что оно будет матриархальное. И искусственный интеллект, который прочитал
эту статью вместо унылых домов, вместо нашей вот, ну, ты знаешь, панельные сталинские дома, остановка, трамвайные линии, дождь, слякоть, серая, да, ну, что-то такое. Хорошо, если на доме какая-нибудь реклама Тампакс и Ромашка, да, вот единственное светлое пятно в этом будущем. Нарисовала такую интересную картину о том, что зеленые остановки-павильоны с совершенно другим дизайном автобуса, да, то есть где больше комфорта, где больше света, где больше уюта, которые располагают для того, чтобы люди не заходили в автобус, как дожить до своей остановки, а чтобы было удобно. То есть общество, в котором мы живем, и это то, что я хочу, чтобы осознали женщины, оно настолько создано мужчинами не потому, что они хорошие или плохие, а потому что в комитете по разработке, вот конкретно транспортных, вообще всех этих сообщений, остановок, дизайна автобусов, где как дома будут стоять, да, это только одна часть нашей жизни, которая очень важная, передвижение. Там не было женщин, там не было их видения мира, а мужчины видят мир по-другому. Поэтому эти две вещи, они несовместимы. Книга «Невидимые женщины» также говорит об очень интересных вещах, что, например, когда устанавливали за стандарт базовую температуру в офисе, то взяли базовую температуру среднестатистического мужчины. Поэтому женщины мерзнут, потому что у них другая температура. Это даже, ну как вам сказать, как бы хочется даже сказать, мы не специально, мы другие, у нас тело другое. Сейчас очень много интересно наблюдать судов идет по поводу того, что большинство исследований про здоровье, они говорят про людей, и это дефолтом переводится и на женщин. А многие лекарства в женском организме по понятным причинам распадаются, разлагаются и выводятся иначе, чем в мужском организме. Ну, например, гормоны влияют, да, потому что уже у женщины есть цикл, ну, хотя бы вот даже такое. Но на женщинах это никто не исследовал отдельно. И причина, почему я хотела бы поговорить вообще с дамами, поговорить о том, что происходит. Вы встаете, просыпаетесь, у вас есть насущные заботы о том, как заработать денег, и вы не знаете, не можете думать о том, как так быстренько за годик изменить мир, чтобы платили равно и мужчине, и женщине за одну и ту же работу. Поэтому вы об этом, ну, как бы не напрягаетесь, не думаете, потому что, ну, вы, в принципе, не употребляете галлюциногенное, да, вам нужно сготовить обед и так далее. Вы себя этим не надрываете, это правильно. Но я вам хочу сказать, что политологи, что социологи, что астрологи сходятся в одной интересной вещи, что следующий период, период 9, это период матриархата, это период становления, 20-летний период становления женщин. Что это значит? Это значит, что нужно начинать задаваться вопросом, а почему это так? А кто это так сказал? А кто это так придумал? Потому что хотим мы или нет, но мы все едем по накатанной траектории. Один из интересных феноменов, который сейчас происходит на пространстве англоязычном, в социальных сетях, блогер одна, миллионник, там 10 тысяч комментариев, и я добавила свой тоже. Она просто задала вопрос: леди, которые счастливы замужем, скажите, пожалуйста, вот если вы лучшие друзья со своим мужем, ну, не дай бог так случится, если ваш муж, например, умер или вы развелись, но вы свободная, вы будете снова выходить замуж? Каля, ты можешь догадаться, какой ответ? Большинство 10 тысяч комментариев. Зачем портить то, Да, что и так да. Я в том числе, я замужем с 2005 года, законно, со своим супругом, у нас 2 детей, дай бог ему жизни, если он умрет, я больше не хочу. И это коллективная массовая вещь. Поэтому я очень хочу, чтобы женщины знали, что они драгоценные, замечательные. Мы просыпаемся во всех странах, мы просыпаемся коллективно и начинаем задавать вопросы. И вот это очень важно. Скажи, вот ты, когда переехала в Эстонию, у тебя изменилось какое-то вот ощущение себя как женщины, с тем, как мужчины обращаются с тобой здесь, как тебе приходится жизнь самостоятельно строить здесь, versus дома? Харассмента нет. Прости, я не расслышала. Нет харассмента, нет приставаний, нет домогательств, нет сексуальных шуточек,
свиста, там, и так далее. Мгм. Ну, то есть, что границы личные соблюдаются. Вообще, в принципе, да, это и мужчинам. Мгм. Ну, постоянно ты идешь, что ты не такая, что тебе надо замуж, что детей родить, то родила, что ты поправилась, потом похудела, ты болела или глистит тебя. Ну, короче, вот это вот. Мгм. Это, наверное, не у меня общая культурная вот эта проблема. Мой субъективный опыт. Может быть, где-то в других местах иначе. Я знаю, что ну, Таллины туда, вот это Ида Вирума, там немножко такой состав этнический, там, ну, насколько я знаю, те, кто там живут, там немножко иначе бывает. Да, да, ну да, конечно. Я тебе хочу рассказать историю Алины. Это женщина, которая уже сейчас 60, но когда ей было, ну, около 30, то есть, ну, ты понимаешь, что это были как, ну, 85, 94, ну, что-то такое, да, то есть она работала учителем. Она работала учителем в школе, замечательно, она очень любила свою работу, и она была достаточно успешна в своей работе. Но ей очень не нравилось, что коллеги-мужчины, которые даже были не педагогами, потому что она все-таки педагог, она хорошо учитель года, там, в общем, все здорово у нее, они могли себе вот позволить просто пройти и шмякнуть ее по мягкому месту. Ну, согласись, это унизительно, это недостойно, мне это не нравится. Что это такое? Но в то же самое время, вот в чем дуализм патриархата. Если я вдруг повернусь и дам тебе пощечину, то я слишком эмоциональна. Да? Это я слишком эмоциональна. А когда ты проламываешь стену, потому что твоя любимая команда проиграла, это нормально. Вот понимаешь, вот этот вот дуализм, который женщин сводит с ума, и именно поэтому женщины стоят и думают, может, я какая-то не такая. Да нет, ты такая. Просто патриархат работает именно вот так. Сейчас меня, наверное, уже тоже предложат помощь моему мужу, как, наверное, я ненавижу мужчин. У меня премодерация, Да, да. все проходит через меня. Так вот, с Алиной произошла такая вещь. Она решила, для того времени я ей просто аплодирую, потому что это сейчас женщина как-то, ну, понимает, что я справлюсь, ну, у меня получится, да, а 98-й, 97-й год, ну, вот ее проходили, шмякали по попе и так далее, ей это не нравилось, она в этом работала там 5-10 лет, то есть ей уже 30 с чем-то. И она решила пойти в банк, и взять кредит на открытие своей школы. Она хотела открыть свою частную школу. То есть ей нужно было снять помещение, а она и так очень много добровольно занималась как репетитор, и она пыталась открыть свою фирму. Это было очень тяжело, но ее мотивировало и двигало то, что она была очень успешна. То есть родители этих детей знали, признавали, благодарили и хотели. У нее была очередь из клиентов. И она в полной уверенности о том, что дети этих людей, которые выдают мне кредиты, и вот я снимаю помещение для своей частной школы, их дети, это мои ученики, они меня знают, они знают, что у меня получится, они знают мое качество, я признанный педагог и так далее. И она пошла в банк, на что ей сказали: наш банк, и причем это то, как она это рассказывала, у меня навернулись слезы, потому что, ну, ее жизнь просто разрушили на самом деле. Мужчина, который вот сидел вот просто вот так, просто ей ответил. Ей отказали, и он отказ мотивировал так, что наш банк не выдает предпринимательницам женщины ненадежные, неплатежеспособные группы. Не было тогда возможности засудить его за дискриминацию, ну, потому что как бы нам только права недавно дали, у нас счета в банке только недавно, 20-30 лет назад появились, да, без согласия мужа на это. И она сейчас такой ярый поддерживающий персонаж женщин, которые хотят, чтобы мир учитывал их тоже, чтобы температура в офисе тоже учитывалась, чтобы рояль, вот кисть играющего, за среднюю величину взята среднестатистическая кисть мужчины. А почему не женщины? И одна из вещей, которые я очень хочу, чтобы женщины понимали и пробудились, это то, что вот этот прекрасный стандарт, вот сейчас
Поймаешь, о чем я говорю или нет? Дополни образ. Вот знаете, это хозяйка из 50-х, 60-х, 70-х, 80-х годов, которая стоит в косынке у холодильника, у нее плита, у нее тут ребенок, она в юбочке, она там с цветочком в волосах или что-то еще, и она приготовила первое, второе, третье, компот, счастлива замужем, и едет забирать детей или с ними делает поделки, да? А вы знаете, что, ну, давно уже не секрет, вдруг кто-то не знает, что наши бабушки или прабабушки для кого-то, которые вот были молодыми девушками в это время, вы знаете, сколько было смертей от передозировки, потому что тогда разрешили барбитураты, антидепрессанты, и женщины, чтобы, ну, вообще, ну, их лечили от истерии. Ну, потому что им нужно было делать свои закрутки, им нужно было кипятить, делать свое варенье, соус. Многие делали свои макароны, да, то есть, ну, вот это вот все, выращивали свою зелень. Это не то, что мы сейчас готовим. И когда разговариваешь с мужчинами и говоришь о том, что, ну, почему ты не феминист, почему ты не ратуешь за, ну, вот такие права, почему ты хочешь себе традиционную жену, как твоя бабушка, которая всегда была рада тебя видеть, которая всегда имела для тебя яблочко или пирожочек. Ты в курсе, что твоя бабушка сидела на антидепрессантах? О том, что ей было плохо, о том, что ее насиловали, о том, что она не могла сказать «нет» в сексе дома. Мой дед никого не насиловал. Твоя бабушка была счастлива? Давай, описывай. Но она всегда была меня рада видеть. Как женщина она была счастлива. Сколько раз ты помнишь, чтобы дедушка принес ей цветы? Она могла ходить в спа или на маникюр. Ой, но это не главное. Главное для женщины это дети. На это мне вспоминается вопрос одного мужика, который я его не могла дочитать до конца. Он это спросил на ток-шоу в прямом эфире, он реально не понял, почему все ржут. Он говорит, что разве у женщин не должен быть материнский инстинкт детям? Разве они не должны находить, ну, этих пирожочков миленькими и так далее? Почему моя жена не только не помогает, но и питает отвращение к моему ребенку от другой женщины? То есть он, будучи в браке, ей изменил и искренне не понимает, что у него за такая дефектная жена, которая не только не помогает, которая не только не прониклась и не приняла в семью этого ребеночка, да. И одна из вещей, вот, которую спасибо проституткам. Я прям так счастлива. Прям спасибо эскортницам, проституткам. Да, так и хочется сказать, проститутки, кто нас смотрит, спасибо. Они тоже Шучу, конечно. Шучу, конечно, но на самом деле есть такое движение, благодаря которому женщины объяснили: смотри, вот ты замужем по любви, и ты получаешь на 8 марта 3 гвоздики, при этом ты работаешь бесплатно, и от тебя это ожидается, значит, ты плохая, дефектная женщина, ты его не любишь. А я хотя бы могу себе позволить назначать цену за то, что я делаю. Понимаешь? И когда вот это начинает доходить о том, что мы растились и росли в среде, где, весь мир не учитывает нас, сколько онлайн-материалов про махинацию с Body Mass Index и с IQ-тестами, когда девочки их делали успешнее и лучше, и решили добавить туда специально вопросов, которые чисто мальчиковые, например, про команды, про спорт и так далее, да, то есть чтобы эти результаты как-то уравновесить. И мы растились в ценности о том, что женщина – это прежде всего всеобщая мать, всеобщая жена. И я не знаю, Галя, есть ли у тебя такой опыт? У меня точно есть. Но я уже к тому моменту была замужем, меня это немножко спасло. Когда ты отстаиваешь свои права на работе, а тебя без аргументов стыдят просто за то, что ты за женщина такая. Когда от тебя ожидается, что ты должна быть, ну, ты о всех должна позаботиться. Тебе реально трудно помыть вот за мной кружку, вот что ты прицепилась? Есть же мужчины, есть женщины. Кто тебя защищать будет? Вот тебе надо будет коробку передвинуть, ты меня просишь. Во-первых, я никогда не просила. Но вот понимаешь, вот этот вот стыд жгучий, он стал сейчас завуалированным, потому что сейчас уже женщины не могут прийти и сказать, что, вы знаете, на работе мне так сказали. Да, но зато он перешел в другое.
он перешел в то, что ты не видишь, что твои мужские коллеги сваливают с работы пораньше, а у тебя обязанностей намного больше. Ну, у тебя нету просто доступа в это окно посмотреть. Ты же не будешь за ним специально следить. Ты не знаешь, что ему дают возможность не делать какие-то срочные вещи, а на тебя рассчитывают, потому что у тебя чувство гиперответственности, потому что знают, что ты делаешь. Девочки, аккуратно. Да. То есть вот таких вещей патриархальных, которые, ну, меня там шлепнули по попе, их уже намного меньше, особенно в нашем эстонском обществе. Но если вы начнете задаваться вопросом, а почему мне платят столько, сколько платят, как кушают в общей столовой мужские коллеги, мужчины-коллеги, и как кушают женщины, если вы начнете приглядываться к параметрам качества жизни женщины и мужчины, то вы будете ловить себя на мысли о том, что если какая-то женщина, у нее все получается, то значит у нее, наверное, муж, значит у нее кто-то есть. То есть в нашем сознании это Да, все или папа, вот так. Да, ну, или любовь. да. Откликается ли тебе то, что я говорю? Есть ли у тебя примеры из жизни, которыми ты вот можешь поделиться? Моя первая работа после института, ну, вот официально, я отучилась на инженера, пришла на 6 там просто, ну, махина. Сидит начальник цеха и говорит: не, ну ты хорошо, молодой специалист, высшее образование, мы тебе даем максимально высокий разряд, что ты должна гордиться. На уровне, опять же, с мужчинами, потому что аппаратчики были молодые парни, одна только была женщина, она уже там работала. И я такая уже уходить, и он, ну, вот это все подписывается, он заявление, он говорит: ну ты запомни, я считаю, что главное предназначение женщин – это семья и дети. А я иду, я такая, как оплеванная, то есть я 5 лет училась, я в школе сколько лет учила эту химию, физику и так далее, чтобы получить профессию востребованную, нужную, ну, вечную, как я тогда считала. Чтобы мне потом сказали: нет, ты все равно матка на ножках. Что бы я делала? Это было, ну, блин. И я всегда, ну, и вот это как бы один. И вот второй, я уже про харассмент упомянула, то есть всегда обесценивалась я как личность, я как человек. Во мне видели, ну, условно, там, глазки, грудь, попу, ну, и ты сама можешь продолжить вот этот сальный список. То есть, когда я задаю вопрос, там, а какие ты книги читаешь, а как ты любишь свободное время проводить, мне прилетают немного другого ряда вопросы, которые я бы не хотела обсуждать, но это с мужем можно, да, при закрытых дверях под одеялом очень хорошо пообсуждать. Да, ну, меня это всегда обижало. Мне говорили: да что ты типа артачишь? Все типа вот не артачат, не артачатся. Да, ага, А можно я тебе скажу что-то? конечно, ты же для этого сюда и пришла. Смотри, а вот тебе не кажется странным, и вот всем нашим слушательницам, что мужчины, которые, ну, реально управляют большей частью мира, ну, в позициях власти, больше мужчин. Вот так интересно, что они говорят женщинам, что ценность женщин в том, насколько хорошо они заботятся о мужчинах. Тебе не кажется это полной манипуляцией? А почему это манипуляция? А вот скажи, у тебя был когда-то такой опыт? Ну, ты видела мужчин, наверное, которые вот после работы или что-то собрались, и такие, что, слушай, что-то вот мы сидим в компании, давайте теперь позвоним, прости, пожалуйста, тёлкам, давайте тёлок вызовем, да? Есть ли у тебя опыт, когда вы с девочками сидите, таким, блин, что-то скучно, давайте мужикам позвоним? Хоть Нет. раз. Обычно было там или караоке, ну, я не знаю, ну, поехали на дискотеку, в караоке. Ну, как-то Сейчас открылся первый бар, он открылся в Америке, первый бар официальный, где girls only. И он пользуется таким мега популярным. Сейчас бьются за легальное право иметь женский спортивный зал только, потому что женщины коллективно устали от мужиков. Нету ни одной женской компании, которая сидела бы и сказала: скучно-то как, давайте
самцам позвоним, надо, очень надо. То есть мужчины нуждаются в женщинах. И этим они очень много контролируют, навязывая девочкам и молодым женщинам о том, что вы должны о нас заботиться. Это мужской страх о том, что они останутся одни и так далее. И как только женщина начинает смотреть на это трезво и понимать, что это замечательно иметь партнера, это прекрасно, я замужем, у меня восхитительный муж, но среднестатистический мужчина до партнерства часто не дотягивает. Ну, потому что одним с пеленок мамки, бабки, няньки, учителя, воспитатели, женщины. Конечно, в пятки целуют, там, блинки сдувают. Конечно. А теперь какая трагедия? Женщина, которая хочет построить свою жизнь, которая хочет развивать свои интересы, да, вот она, есть женщины, которые не хотят иметь детей, и это нормально. Причем про женскую репродуктивную систему столько мифов, что, слушайте, это даже не смешно. Женщина там должна родить до 40, ну окей, 45, потому что время заканчивается. Извините, пожалуйста, а в 50-60 лет мужчина, который стал отцом, он способен обеспечивать свое потомство, быть папой? В 70 лет. А почему про его-то репродуктивность? У него, то есть я хочу, чтобы все сейчас поймали себя на одном моменте. Мы все про это слышали, разбираем по полочкам. Женщина должна родить там до 45, часики тикают, и автоматом мы уже считаем, что мужской вклад минимальный, потому что даже в 60 лет он может, у него сперма есть, он может, а дальше мы вообще не рассматриваем, как он может быть отцом. То есть ты понимаешь, насколько это вообще глубоко? Какой-то бред, что его вклад вот только такой, а каким он может быть отцом в 50-60 лет, это как бы ложится все на плечи матери. Поэтому наступает очень интересное, хорошее время. Я хотела, чтобы женщины начали нуждаться в друг друге. Потому что та эмоциональная близость, которая нам нужна, вот это ощущение, что тебя выслушали, вот это ощущение, что тебя понимают. Можно я процитирую одну девушку из группы вот нашей вот «Красота и деньги»? Можно? Конечно, нужно. Я стала проводить такие, как женские группы для вот участников, и я стала смотреть, что женщинам как, потому что там мы мечтаем, визуализируем, загадываем желания, мы делаем психологическую работу, но психологическая работа может быть оплакивать горе, а может быть учиться радоваться. Вот мы коллективно учимся радоваться, да, мы выходим из абьюзивных отношений и так далее. И женщины мне стали писать о том, что вот даже просто поговорить, чтобы тебя видели, слышали, что это как вода в сухую землю. Потому что вот этого понимания другого человека, именно человека, не сиськи, не то, что от тебя поиметь, не какая ты мать, а именно женщина, как прежде всего человек. Вот это очень нужно. И это заряжает, это наполняет, это помогает. И нам очень долго говорили о том, что женщины должны быть самостоятельными. Почему? Потому что вот этот образ хозяйки, которая тут напекла, тут сделала, с какого черта это ассоциируется с женственностью? Это полностью мужская энергия. Это женщина-достигатор, у которой так, здесь вот так вот сделать, детей забрать 8, тут надо маску на лицо. Какая это расслабленность, это пахота, это мужская энергия как раз-таки. И если что-то случится с садика, школы, кому первому звонят? Ну, Скорее всего. потому что знаешь, что на мужчин надежды нету. А мне очень интересно на глобальном уровне, знаешь, что очень интересно? Вот когда женщина не замужем, когда очень много женщин незамужних и так далее, ну или просто вот она овдовела и не выходит дальше замуж. Мало того, что по статистике это самая счастливая демографическая группа, но смотри, какой интересный феномен. Когда много незамужних женщин, например, после войны, ну вообще просто в мире, никто не объявляет эпидемию одиночества. Ну, не было такое. Как только 40% мужчин в Америке, в Австралии, в Норвегии, можно посмотреть, Франция, одинокие, стали трубить вообще из всех дыр, стали появляться шоу, выступления спикеров о том, что у нас эпидемия одиночества, потому что женщинам промыли мозги, и они отказываются выходить замуж. В Китае так вообще и в Корее целое движение о том, что бабы коллективно отказываются иметь детей и рожать, причем до того, что подпольно вырезают, просто себе трубы делают, да, но об этом никому не говорят, что сейчас очень много расследований о том, что
Вот, потому что это же пытаются репродуктивные права, пытаются очень сильно регулировать и с абортами, и не с абортами, и не пропуская в масс-продакшн во многих странах, в том числе и в США, тесты, которые ранние. То есть у нас, например, есть, ты можешь пойти за 70 евро, ты можешь на 3-й день после овуляции, и этот гормон в крови будет показывать, да? Вот хиронад, как вот, Да, мы понимаем, о чем. Да. Гонадотропин, human гонадотропин, да. Но почему эти тесты запрещены в некоторых странах? Чтобы не избавиться от ранней беременности, понимаешь? А это все деньги. То есть это пытается, вот это общество, которое пытается регулировать. Женщины коллективно устают быть просто матками на ножках. И сила в том, что вот эти вот маленькие вещи, против которых вы чувствуете себя беспомощными, потому что вот во время пандемии, например, женщина и мужчина должны были работать из дома, но у папы есть свое место, он закрылся в ванной, его трогать нельзя. А мама должна и ребенку подать, и со школы помочь, и это считается нормальным. И при этом она еще и виновата, потому что вы же хотели работать. То есть она еще и в этом виновата. А то, что у меня не было прав на мое тело, то, что у меня не было своего счета, и ты мог меня насиловать, бить, и за меня никто бы не вступился, это, ну, как бы это на вторых ролях, да, вот такие вот вещи. И я хочу подчеркнуть то, что вот финальную часть, которую я хотела бы сказать сейчас, и на вещь, на которой я бы хотела закончить, это то, что все те маленькие вещи, которые вы обнаруживаете о том, что почему мужчины поступают так, а вы все еще должны вот так, почему коллеги мужчины получают больше, а вы меньше. Это правда. Эстония одна из самых дискриминируемых стран против женщин. Здесь очень большая разница между сколько мужчины и сколько женщины зарабатывают. В обществе все равно, да, действительно больше звонят маме, чем папе. Женщин все равно осуждают. Причем это стало менее явным в том плане, что никто тебе уже не подойдет, не погладит тебя, да, там, не смакнет по одному месту. Но это все равно проявляется в том, сколько у тебя забот по работе, как с тобой разговаривают, повышают ли на тебя голос или нет, дают ли тебе бонус или нет, продвигают тебя или нет. И это зависит во многом от того, что ты просто женщина. Ну что ты же уйдешь на больничный, ты же будешь рожать, ты же вот, и вообще, что ты тут делаешь. И одна из причин, по которым были долгие бои за то, чтобы женщинам разрешили получать высшее образование, так это то, что это пустая трата ресурсов, что она же все равно потом пойдет рожать. А если я не хочу? Ну вот есть женщины... Больных просто не было. Да, да, именно. Это справка ходить. Я не рожу, у меня там трубы перевязаны или там, я Да, не знаю, что. Да. Так, а все равно, даже если ты будешь с этим ходить, то ты какая-то дефектная женщина, понимаешь? Ты, да. Вот. То есть и проблема в том, что вся суть патриархата, она сводится к тому, что все то, что мужчины говорят про женщин, это на самом деле исповедание. Это то, кем они являются. То есть по статистике женщины не выходят повторно замуж столько раз, сколько мужчины, потому что женщинам мужчины не нужны, как я тебе уже сказала, что сидим с девочками, скучно стало, давай мужикам звонить. Нету такого. Потому что женщине хорошо, когда ее оставили в покое, наконец-то, да, и так далее. И все то, что они говорят про нас, что вся наша ценность в том, что мы рожали, на самом деле вся ценность мужчин в чем? В том, что они защитники от кого? От 95% насильников и грабителей, которые мужчины? Спасибо. Большое, прям вот, знаешь, вот от души. Благодарю вас. Мужчины нужны, абсолютно. Я сама замужем, мужчины хорошие, у меня есть сын, но общий среднестатистический уровень мужчины, он до этого не дотягивает. Поэтому женщины коллективно повысили планку, и наша сила и наша поддержка в том, чтобы кооперироваться, коллабить, иметь отношения. Я не говорю про лесбийские, я говорю про дружеские отношения с другими женщинами, где ты получаешь... Перебивают, опять мужская краска. Вопрос отношения, ты сразу сама себя поправляешь. Хотя отношения с ребенком, отношения, с начальником на работе,
коллегами, с подругой, там, соседом или это тоже все отношения, это даже на языке складывается. Вот ты говоришь, я же говорю, а я, ну, такие как пометки ставлю. Извини, Да, всё. да, потому что нет, ты перебивай, мне очень нравится, когда мы общаемся, потому что мы уже запрограммированы на то, что вот для женщины отношения это вот так. Я вижу, а? Да, Один вариант один отношений для вариант отношений, да, да, да. Вначале всё ходит, говорит: "Замуж тебе надо замуж, тебе надо замуж". Мне иногда хочется сказать: "Я еще старого мужа не доела, зачем мне новый?" Ну, вот Да-да-да. сарказм лезет, это старый анекдот, ну, ты понимаешь, наверное, о чём я. Абсолютно понимаю. То есть вот вопросы такие вот, когда ты устраиваешься на работу или когда ты хобби, да, вот ты, например, приходишь вечером на лепку или на кружки вязания, да, и что, а у нее что, детей нету, что у нее так много свободного времени? Да, подарить. Да, А я тоже, кстати, тут в Эстонии пошла на хор. Или ходят совсем молодые девочки, или реально пенсионерки. Ну, потому что ж, вот этот, ну, больше нет, да. фертильные, так сказать. Им же что тут садики, школы, работы и все. Ну, или не знаю, или, может, просто Да. Именно. И если ты сама добровольно не хочешь на это положить жизнь, чтобы обслуживать мужчину, да, то ты какая-то неправильная. И вот я это ненавижу. Я считаю, что женщина, вне зависимости от своего выбора, хочет ли она быть замужем. Я, например, мне нравится готовить, мне нравится кормить мужа. У меня вообще, у меня немножко жизнь надо мной посмеялась, потому что у меня муж не гурман. Мне нравится его кормить, а ему не нравится есть. Ну, так вышло в жизни. Сын у меня тоже вообще не едок абсолютно, то есть им еда это неинтересно. А я, как моя бабушка, я мечтала, что я выйду замуж, я буду кормить. Ну, ты что, я же вот тебя люблю. Поэтому, женщина, если вы хотите, если вы леди, вы хотите быть замужем, я за вас очень рада. Пусть у вас будет муж, который будет вас ценить. Но в то же самое время жить в мире, где тебя меряют по кольцу на пальце, это абьюз. Это абьюз, когда женщину программируют на то, что она должна отдавать обществу, и если она сама добровольно это не хочет делать, ну, значит, это как бы вот ну, что-то с ней не так. А когда женщина начинает говорить о том, что, а можно мне за это, ну, медальку или хотя бы не насиловать меня, ну, можно ну, хотя бы права, вот чтобы за домашнее насилие хотя бы сразу сажали. Ну, нет, штраф. То есть победить этих людей, переубедить их абсолютно нельзя. Почему? Потому что ну, это вот как человек, который хочет писать. Ты ему можешь про нанотехнологии, про прогресс, про лекарства от рака, он писать хочет, он тебя не слышит. Поэтому мужчин, когда вот на определенном психологическом этапе развития у них есть потребность быть любимыми и быть нужными, они готовы вообще применить насилие. То есть игнорировать женское нет. Я хочу одну вещь сказать, но я не знаю, слушатели, вот кто слабонервный, пожалуйста, уйдите от экранов. Я плакала искренне, когда я читала фразы из протоколов судов по изнасилованию. Когда судья или сам юрист, прокурор говорили такие вещи, как, например, насколько вы понимаете, когда женщина, это я цитирую, когда женщина говорит нет, она не всегда имеет в виду нет. А у моего клиента, он защитник в такой-то футбольной команде, у него блестящая карьера и будущее. Будет несправедливо лишить его этого из-за неразумного поведения данной особы. Ты понимаешь, какой ужас, когда ты стоишь в суде, когда тебя изнасиловали. И ты слышишь, что оказывается, когда ты говоришь «нет», ну, ты не всегда это имеешь в виду. И вот это, к сожалению, реалии. Реалии хорошо завуалированные до того, как случится что-то плохое. То есть женщина, которая идет в магазин, она не понимает, как выстроены лейблы, как выстроены маркет похудения, и что она идет уже по той тропе, чтобы быть женщиной, которая потребитель, которая отдает мужскому обществу. Если вы мне не верите, начните требовать себе те же самые привилегии, как у мужчин, и посмотрите, какой ад на вас обрушится. Посмотрите, какая вы будете хамка за то, что посмели желать или требовать к себе уважительного отношения.
Ну, это ж вообще уму непостижимо. Как у тебя послевкусие после нашего разговора? Все плохо, все депрессивно или наоборот, женщины крутые? Но по сравнению с предыдущим разом получше. Да. То ли я привыкла, то ли так работает моя терапия. Мне нравится то, что ты говоришь. Спасибо, дорогая. То, что женское, наверное, братство, Мгм. сестринство. Сестринство, да? То, что то слово немножко, опять же, ну, заштампировано, Да, заклишировано. да, что сразу лесбиянки там, всё сразу. Ну, это и вот это религиозные какие-то Да-да, сектантские. мужа-ненавистница, да. Да, когда ты это говоришь, и когда говоришь слово феминизм, тоже много есть клише навешано. Что я хотела, знаешь, что хотела у тебя спросить? Я поймала себя на мысли, что феминистки начинали свою борьбу с того, что были женские морги, больницы, ну, заведения, да, и ты говоришь, что сейчас опять кафе, only girls, ну, вот этот спортзал, то опять получается к этому возвращаться. Интересно такое, спиральное. Я Да, в правильно этом поняла? плане, да, правильно. Ну, потому что, слушай, ну, мужчины позволяют себе такое поведение, как подойти и шмякнуть тебя по жопе. Более того, лично у меня были моменты, когда я пытаюсь заниматься в зале, подходит ко мне без разрешения какой-то мужик, левый, не тренер, и начинает меня учить, как правильно делать. И да, он не дотрагивался там до груди или что-то еще, но вот типа руку вот так держи и так далее. Я взрослая тетя, а ему это не объяснить. Он считает, что я на него агрессирую, что меня кто-то другой мужик обидел, а он же ведь подошел. И вот это вообще, слушай, если посмотреть, сколько женщин начинали бить, ну, просто пощечину или бутылкой, когда она отказывалась дать свой номер телефона. Потому что мужики реально считают, что они достойны, что женщины им обязаны вот это внимание. Когда я в спортзале занимаюсь, и ты подходишь просто агрессивно, начинаешь мне мешать и меня учить, как правильно делать, и у таких мужиков, они не понимают слова, они считают, что это, ну, явно какая-то дефектная женщина, которая его отвергла. Потому что не может же быть такого, что ты подошел к другому взрослому человеку, и, ну, ты придурочный. Ну, такого же, это ж не, это мама же сказала, что я хороший. Так, так не может быть. Нет. Я только сегодня смотрела интервью бывшей заключенной женщины, которая убила мужчину, ножом заколола. Но она говорит, ну, то, как она описывает, что он был в состоянии алкогольного опьянения, она просто первое, что попавшееся схватила, это была нож, она его подняла, и мужчина, поскольку он выше ее, был крупнее, он просто, ну, из алкоголя, ну, как или из-под вкуса, и прям на нож, и, считая, сердце зарезал. Ну, то есть, случайно, если человек отмотал срок, ну, человеку жизнь сломали, почему? Так это не ее муж, там, не сожитель, ну, просто какой-то там, типа, Левый, да. ну, не, они были знакомы, но смысл в том, что нет такого, что вот, сама пошла, там, знала, куда шла. Просто жизненные обстоятельства, только потому, что у нас считается, что если, ну, я большой, я сильная, если я еще накатил, так все, Да. я по колено пойду любую сейчас. А мне очень понравились комментарии, была статья замечательная, можно погуглить. Ой, девочки, я вас люблю, и я так благодарна, что вы есть в нашей жизни, вы не одни. Вот правда, вот посмотрите, что творится. По всей планете это шагает этот тренд, потому что наступает время женщин. Смотрите, что случилось. Статья была замечательная, что 13-летняя девочка, ну, в лесу после того, как маньяк ее изнасиловал, он тоже был там в алкогольном опьянении, я могу сейчас детали приврать, но это погуглить можно. Короче, она его там повесила на его куртке, на ветку или что-то еще, и он, ну, задохнулся. Комментарии! Боже, во что он был одет, почему он был в лесу один, где были его родители. Он пробовал сказать «нет». А почему куртка была у него короткая? Да. То есть, понимаешь, вот все эти вещи идиотские, которые говорят женщинам, и там вот, ну, тоже тысячи комментариев. Я ухохоталась. Как бы вот, ну, женщины реально отдают теперь ту же самую энергию, потому что наши бабушки, которые были в плену, у которых не было свободной воли, которые должны были быть благодарны, что он хороший муж за то, что он тебя не бьет. О том, что она пожертвовала своей жизнью просто, чтобы ты, взрослый человек, был обслужен, обстиран и покормлен. То есть это называется слуга, это называется раб.
Это не называется любовь. Что это вообще за такое странное представление, что если я влюбилась в мужика, у меня какой-то такая эйфория, очень хочу ему постирать носки. И не сдаваться сразу, куда так надо, да? Ну, что этого? Кто это мог придумать? Мне кажется, это придумал тот же самый мужик, который посчитал, что член способен изменить всю женщину. Вот первый член, который вот вошел вот в девственницу, да, вот он меняет. Про телегонию, да? Ой, это что-то зависло. И у нас интернет лагает. Не, я тут. Вернулась. Но это признак того, что нужно, наверное, уже заканчивать. В общем, я хотела вдохновить женщин больше общаться с друг другом, искать себе поддержку. Общайтесь онлайн, офлайн, вкладывайте в то, чтобы в вашей жизни было много женской дружбы. Тогда вы будете счастливы. Спасибо, дорогая Кира. Люблю девочек. Я напоминаю, что у Киры есть сообщество в Фейсбуке, называется «Красота и деньги». И второе ты открыла, там непонятно, что там можно попасть через специальные вебинары. Но это, если что, Кира Вейбер есть в Фейсбуке, замечательное сообщество, я в нем состою. К сожалению, форматы наших встреч не дают объять необъятное, то, что Кира еще знает, умеет и дает этому миру женскому и все. Поэтому мы будем закругляться. Я надеюсь, это не последнее видео, потому что мне Кира там по плану накидала еще 100-500 тем, и мы сегодня, естественно, обсудили 1,5 штуки из них. Поэтому до новых встреч, новых видео. Вау, это новая анимация. Я надеюсь, это потом на монтаже будет красиво. С вами была Галина Гороховацкая и кто? Кира. Кира. Все. Чао, чао. Пока.